Мне так и не удалось закончить свою первую игру на курсах по разработке компьютерных игр. Но прототип понравился преподавателю Александру, и он решил помочь мне доработать ее. Мне хотелось сделать игру для портфолио, и преподаватель также хотел доработать ее, чтобы положить свое преподавательское портфолио. Мы разделили работу таким образом, что код в основном будет на стороне Александра, так как я еще совсем плохо понимал C#, а все остальное было бы на мне. Как раз в то время я посмотрел культовый фильм Easy Rider. В фильме описывается история 1968 года про двух друзей-байкеров, Билли и Уайта, которые прикупили немножко сахарной пудры по дешевке в Мексике, чтобы продать ее в Лос-Анджелесе и сбить немного деньжат. Далее они пустились в путешествие на фестиваль в Новый Орлеан через несколько штатов. Их сыграли Деннис Хоппер и Питер Фонда. В те времена в Голливуде выходили идеалистические высокобюджетные картины о прекрасной жизни, любви, романтике и героизме. Низкобюджетный Easy Rider был снят на европейский манер, с нелинейным сюжетом, бликами от натурального освещения, которые, кстати, в те времена считались дурным тоном, и обилием резких переходов от одной сцены к другой. Но самое главное, фильм показал реальные проблемы того времени в судебной системе, в правах человека и расизме. Для общества, которое уже испытало Вудсток, Stonewall Riots и высадку первого человека на Луну, это был фильм, отражающий запрос на перемены. Как человек, немного увлекающийся историей Северной Америки, могу сказать, что фильм действительно культовый и в свое время вызвал большой резонанс. Надо понимать, что он культовый прежде всего для американского общества, и многим может быть непонятен его смысл. Под впечатлением этого фильма я, конечно же, захотел как-то адаптировать сюжет для своей игры. Игру я назвал Easy Ride, хотя смысл геймплея как раз был в обратном, и поездочка была отнюдь не easy. Многие разработчики, которые ведут свои видеоблоги, всегда советуют перед тем, как делать игру, создать ее дизайн-документ. И я впервые создал его. Дизайн-документ – это многостраничная презентация, где должны быть описаны все нюансы разработки игры, от сценария и описания механики до визуализации меню и выбора музыки. И чем больше деталей будет описано, тем проще будет в дальнейшем создавать игру. Дизайн-документ – это ваш ориентир, но он также является и живым документом, так как в процессе разработки туда вносятся дополнения и исправления. В своем документе я описал новое видение моей будущей игры и все детали, что мог на тот момент учесть. Из описания следовало, что это игра о двух байкерах, которые пересекают Америку от одного побережья до другого с контрабандой налички в бензобаках, полученных от продажи сахарной пудры. Вопреки плохому сценарию фильма, игроки должны были благополучно добраться до Флориды, купить яхту и уплыть в закат. Это, кстати, был реально первоначальный сюжет фильма Easy Rider, который не был реализован по этическим соображениям. Примерно такая же история была и с другим культовым фильмом Scarface режиссера Брайана де Пальме. Плохие ребята не должны жить безнаказанно, и я с этим абсолютно согласен. Not guilty. I knew you'd say that. Hey, wait a second. What are you doing? Grenade. Grenade. В игре будут два персонажа на выбор – Пит и Дэн. Визуальная стилистика игры была бы в стиле пиксель-арт, но мне хотелось, чтобы она также напоминала графику на приставке Atari 2600, но если бы она была в трехмерном измерении. Atari 2600 была выпущена в 1977 году и была моей первой игровой приставкой. Вот это ее современная версия. Оригинал был в 4 раза больше. И для хоть какого-то понимания происходящего в игре на Atari 2600 требовалась немалая фантазия. Но у меня до сих пор очень приятные воспоминания о ней.
Вместо бесконечного раннера в моей игре было 4 уровня. Это прерии Аризоны с кустарниками и кактусами, болотистые просторы Луизианы с деревьями, покрытыми мхом, просторные поля Алабамы с лесами и полями. Hey! Hey! Get the hell out of here from my property, you goddamn hippie! Or I shoot you like a mad dog! Старое доброе южное гостеприимство. И побережье Флориды с пляжами и яхтами. Переход между зонами скрывал проезд по туннелю после каждого пройденного уровня. Все эти зоны были выполнены в своем характерном окружении, и помимо обычных дорожных препятствий и машин были наполнены своими уникальными объектами, при столкновении с которыми игра заканчивалась. К примеру, в Аризоне дорогу могли пересекать индейцы на лошадях, а в небе могла появиться НЛО и телепортировать на дорогу похищенных коров. А в Алабаме дорогу мог преграждать аллигатор, который еще и мог атаковать игрока, если тот проедет слишком близко к его пасти. Также в игре у игрока заканчивалось топливо, и его нужно было собирать. И еще я решил добавить несколько бонусов и антибонусов, активация которых изменяла ход игры. К примеру, радужный шпинат замедлял время, ракетная пудра делала игрока неуязвимым, а антибонус кислотная ловушка меняла управление на противоположное, что сбивало игрока с толку. В общем, мне кажется, игра должна была получиться довольно веселой. Мой преподаватель ознакомился с дизайн-документом и предложил также добавить туда уникальную фишку в виде mesh-cutting. Это означало, что при столкновении игрока с дорожными препятствиями эти препятствия будут разрушаться в случайно сгенерированном порядке. По сути, 3D-модель будет разрезана на части. Предполагалось, что это будет происходить, если игрок возьмет бонус «Ракетная пудра», и на время его действия будет разрушать встречные машины и другие объекты. Я не очень охотно согласился с этим предложением, так как мне хотелось побыстрее сделать первую игру, а это требовало больше времени на разработку. Игру я хотел начать с заставки, где описал бы сюжет и цель игры, но как ее сделать в игре, я еще не до конца понимал и думал, что в Unity можно каким-то образом вставить видео. Я думал, что именно так делаются заставки в играх, и сделал заставку в видеоредакторе. Но я впервые узнал от преподавателя, что всю эту анимацию можно сделать в Unity, и Александр пересобрал всю мою видеозаставку прямо в движке. Это означает, что на курсах вы, возможно, затронете лишь мизерную часть процесса разработки игры и должны быть готовы к длинному пути самообразования, ведь предстоит научиться еще очень многому. По ходу разработки у Александра находилось все меньше времени на обсуждение и доработки кода в связи с его основной работой. В конечном счете стало понятно, что нам не удастся закончить игру. Надо понимать, что работа над игрой — это очень затратное дело в плане времени, и совмещение его с основной работой требует немалых усилий. Поэтому доделать игру, пусть даже совсем простую, уже большое достижение. Позже Александр закончил карьеру преподавателя и целиком ушел работать в IT, оставив разработку игр. Мне, конечно, жаль, что так вышло, потому что он очень крут как разработчик игр. Easy Ride так и остался яркой и интересной задумкой, длиной лишь в один уровень. Rest in peace. Тут, наверное, можно было бы сдаться.
Но разработка игр — это постоянный процесс ошибок, отчаяния, принятия и движения дальше. И опыт работы над этой игрой помог мне найти силы для следующего проекта, на который я потратил почти 1,5 года.